привет, с вами Руслан на связи, и сегодня мы поговорим про такую важную, я считаю, новостную повестку, да, вообще эта информация очень кого интересует, это водительские права, то есть украинские водительские права. Это, в общем, да, называется иностранные водительские права, то есть мы будем говорить про них. Эта информация, ясно дело, больше, да, акцент я делаю на украинцев, но любой другой человек, который приехал из страны, которая не входит в Евросоюз, то для него эта информация тоже, в принципе, актуальна. Сегодня я расскажу про проверку, да, украинских прав, как к ним относится Гарда сейчас, на октябрь 24 год. То есть, что происходит, да, что она говорит, можно ездить или нет, потому что там уже многие, да, не вникают во все вот эти законы временной защиты и так далее. Они руководствуются общими правилами для иностранцев, это первое. Второе, это замена прав, да, можно ли поменять свои украинские права на ирландские, то есть тоже расскажу про вот эту всю ситуацию. Вначале она была одна, сейчас она абсолютно другая полностью. И дальше последняя, да, это, конечно, страхование, да, на украинских правах. Можете ли вы застраховать машину, да, которая на ирландских номерах, здесь с украинскими правами, что вам говорят в страховых компаниях и вообще возможно ли это? Ясное дело, что раньше это было возможно, но сейчас уже другая информация и другое отношение. Ну и в конце я расскажу вам свой путь, да, как я начал свои первые шаги к тому, чтобы получить ирландские права. У меня уже есть learner права, у меня есть плейлист, где я рассказываю полностью с самого начала, как я подготавливался к теории, до тесту по теории вождения. То есть ссылочка будет вверху и внизу в описании. Там максимально все. Где брал материалы для того, чтобы обучиться, да, чтобы сдать этот тест. Также в моем телеграм-канале я перевел с английского полностью правила дорожного движения, перевел с английского на русский язык. Для кого-то могу сделать и на украинской мове, если вам это нужно, но я сдавал в наушниках, а там только поддерживается русский язык, я имею в виду, там еще другие языки поддерживаются, например, там английский, и гелик, да, там немецкий, литовский, бразильский, арабский, там много языков, но там нет украинского языка, там есть русский язык. И я сдавал на русском языке. Вот теперь у меня есть learner права, у моей жены уже есть learner права, она сдала вот 2 недели назад тест, то есть, как говорится, по моим всем инструкциям, да, она все сдала, отлично, 38 у нее правильных ответов, как, кстати, и у меня, то есть мы с ней, как говорится, муж и жена, одна сатана, то есть у нас все четенько. И следующий момент, я уже прошел 12, откатал обязательных уроков по вождению, я откатал, и теперь я стою уже в списке ожидания, людей много, и я стою в списке ожидания на главный тест, ребята. То есть я уже на финишной прямой. Если я сдам этот тест, то все, у меня будет уже полные ирландские права. Но там есть тоже свои нюансы, нужно будет с буквой N проездить 2 года, да, это понятно. Также я в своем плейлисте показывал, рассказывал, как регистрироваться в онлайне на тест, как получить потом эти права в онлайне. То есть все пошагово делал, доступно, понятно, чтобы вы могли повторять мои действия, да, и не парились. То есть это как инструкция от с нуля и до 100%. То есть по факту, когда я получу права, то это будет реальная инструкция, как получить ирландские права, да, в Ирландии, то есть иностранцу, да, который приехал, как ему все эти шаги выполнить. Так что сегодня мы обсудим общую, да, такую картину, что происходит с украинскими правами, да, и котируются они сейчас, ибо или все-таки уже нет. Сейчас мы продолжим. Ну а вот я хотел вам показать, да, мой плейлист водительские права в Ирландии с нуля до 100%, да. Пока у нас еще не 100%, я думаю, процентов 80 я уже выполнил. Тут 13 видео и полностью снято про уроки потом вождения, что, как мы катались, чему я обучался, да, то есть что спрашивали, то есть, ну, полностью все моменты, которые связаны с вождением, да, и получением водительских прав ирландских именно. Так что всем советую посмотреть мои ролики. И если вы хотите свой путь начать тоже к получению ирландских прав, то эта информация будет для вас там очень важна, ну, очень интересна, познавательная. И плюс все ссылки на все различные ресурсы и где все это заказывать, оформлять, будут к описанию к тем видео, которые находятся в плейлисте, да. Ну и последнее, конечно, ребята, кому не трудно, пожалуйста, оформляем подписочку, ставим колокольчик, лайк, комментарий, делаем все, что мы любим, для того, чтобы канал развивался, да, и алгоритмы YouTube были довольны. Также становитесь спонсором каналов. Я записал первый ролик для спонсоров, и этот ролик про то, как найти жилье в Ирландии, как мы нашли, моя семья нашла жилье за 700 евро, да, за 950
например, в моем городке можно снять таунхаус. То есть там я немножко раскрыл до тайну, где я живу, где я нахожусь. То есть спонсорство начинается всего лишь от 99 центов. То есть вы можете подписаться, посмотреть ролик. То есть ролики будут выпускаться регулярно. Я буду раскрывать какую-то тему, рассказывать именно более все подробнее, без какой-то мишуры, да, то есть не стесняясь в выражениях. То есть там я рассказал порядок действий, как мы нашли. И, возможно, вот эти вот действия, которые мы выполнили, да, и вам помогут. То есть это такие именно конкретные советы. Там будут ссылочки на агентство недвижимости, которыми мы пользовались. То есть я максимально приоткрыл занавес для вас, чтобы вы могли тоже этим воспользоваться. Так что, кто хочет попытать свое счастье и снять жилье именно без каких-либо программ, а самим, то оформляйте спонсорство и смотрите мой ролик. А мы продолжаем разбираться, что же творится сейчас в Ирландии в 2024 году с украинскими водительскими правами. Начнем давайте с первого, это проверка документов. То есть проверка гарды, да, когда вас останавливают и вы едете с украинскими правами, номера у вас ирландский автомобиль, да, то есть вас останавливают, и поначалу, конечно, отношение было такое, что просто все, даже они даже не проверяли, просто езжайте, все, хорошего пути вам, хорошего дня и так далее. Сейчас отношение поменялось, и уже многие даже останавливают и потом вызывают в гарду, то есть заставляют прийти на пункт гарды, да, там в течение 10 дней вы обязаны прийти со своими обратно же правами, и там будет запрос, они подлинности, то есть они каким-то образом отправляют запрос в Украину, и там ответ идет, права соответствуют, в смысле, они не поддельные, они подлинные, и либо нет. Это первое, что сейчас часто стало делаться по отношению к украинцам, которые ездят с лицензией, да, Украины, то есть водительскими правами. И второй момент, это то, что много сотрудников гарды, видно, вообще не сталкивалось, да, раз с украинцами. И два, для них украинец это тот человек, который подчиняется, да, к пунктам по иностранным лицензиям. Вот что очень важно, по иностранным лицензиям. Никто не вникает в эту временную защиту, что можно кататься, что Ирландия, Евросоюз разрешил во всех странах Евросоюза, да, ездить, пока месть там не менять, то все, пятое, десятое. Но не каждый сотрудник гарды будет в это вникать. Ему эти правила не очень интересны, эти исключения, да, какие-то, которые не прописаны в главных там вот этих вот документах, да, в главных правилах. Нет, это просто подпункты, да, которые входят в временную защиту, в temporary protection. И о чем говорит главный закон? Если ваша страна не входит в Евросоюз, и вы приезжаете по своим правам, то вы имеете, ну и ваши права, да, иностранного образца, там есть имя, фамилия на английском языке и так далее, то есть, то вы можете кататься по Ирландии, ребята, 12 месяцев. Если ваше пребывание уже больше 12 месяцев, то вы обязаны податься на обмен ваших прав на ирландский. Но тут же внизу идет, да, уточнение. Вы подаете заявку, и вы должны потом пройти полностью все шаги по получению этих прав, то есть прав уже ирландских. Никто вам не обменяет. Просто такая процедура, типа вы приходите, говорите, у меня права, я уже катаюсь больше года, или там подходит ваше время до провождения, нахождения в Ирландии уже почти около года. Вы говорите, я хочу поменять, вам говорят, извините, поменять мы вам не можем, вы можете податься на то, чтобы получить ирландские права, но чтобы это сделать, что вы обязаны сделать? Вы обязаны пройти этот путь полностью с нуля и до 100%. То есть это начиная с теории вождения, потом обязательно 12 уроков. Обратно же нет. Если вы подтвердите, что вы справку возьмете в своей стране, вам пришлют, что ваш водительский стаж, вы подтвердите его. То есть то же самое много украинцев, которые взяли справки, им прислали, да, они их тут распечатали и показали гарде, и тогда ваш стаж будет засчитан в ирландские права, и тогда вам нужно будет проходить не 12 обязательных уроков, а всего лишь 6. Вот это такое послабление, и все. И в принципе больше ничем не отличается. То есть если человек, наверное, приехал, у него маленький опыт был вождения в Украине, то я считаю, что нет смысла брать эту справку, а лучше откататься 12 уроков, потому что все-таки тут левосторонняя, да, руль, то есть в смысле, ну вообще, да, полоса, я имею в виду, по вождению главное, то есть вы, чтобы не путаться, мозги свои не напрягать, лучше проехать больше, чтобы потом на тесте главном не было проблем. Но это мой личный такой совет, а там уже каждый как хочет. То есть
вот это вот диссонанс, понимаете, что многие не понимают этого, и они предъявляют, смотрят по базе, а украинец уже катается в Ирландии больше года. Они говорят, стоп, вы не имеете права кататься. Это первое лишение прав, это штраф, то есть это серьезные, да, правонарушения по законам Ирландии. Очень серьезно. То есть по факту вы ездите без документов в своем автомобиле. Так что это серьезно и нужно разъяснять. И у многих были ситуации, когда люди разъясняли, показывали все выписки, все вот эти, да, что, ну, тут вот я оставлю тоже ссылочки на все, где указано, что человек с украинскими правами может пока ездить. Но бывают разные конфузы. Ну, в конце концов, конечно, потом Гарда немножко раздупляется, вычитывают информацию и понимают, что немножко была неправа, да. Ну, в принципе, они правы с той точки зрения, что как только защита закончится для украинцев, то все правила будут для украинца работать, как и для любого другого иностранца. По проверке вы понимаете, осторожно, аккуратно объясняйте, не грубите, объясните всю ситуацию. Но уже, да, Гарда относится не так лояльно, как это было в начале. Замена украинских прав на ирландские. Возможно ли это? Да, в начале, когда только все началось, в первый год, то есть, ну, 22-й, вроде бы там еще 23-й немножко затронуло, возможно было менять. Это было шикарно, это было роскошно, все думали, что это просто, ну, нереально, да, круто, все, не нужно париться, все сделал круто, но был нюанс, ребята. Был нюанс, и которым сейчас Ирландия воспользовалась. Что она сделала? Она обменяла ваши права, забрала ваши украинские, выдала вам ирландские, но выдала вам на сколько? На 1 год. И по законам Ирландии, то есть которые они там писали, да, под пункт, вы годик катаетесь на украинских, ой, на ирландских правах, а потом вы уже их поменять не можете. То есть такой вот конфуз. Вдумайтесь, вам выдали полные ирландские права всего лишь на год. То есть там все указано, дата, понятное дело. И чтобы вам получить новые, вам что, нужно прийти, сдать, и вам говорят, извините, теперь вот вам обратно ваши украинские права, возьмите их обратно. И теперь, чтобы получить вам обратно ирландские, вам нужно пройти весь путь, ну, от 0 до 100, да, как я вот, получить вначале learner права, потом откатать все вот эти обязательные driver lessons, да, и потом сдать главный тест, и потом только тогда вы получите уже обратно ирландские права. Немножко конфузик получился, да, и вот это вот решение немножко мне непонятно, как можно дать, а потом забрать. Вот это вот, видно, вот это вот правило будет работать и потом после временной защиты, когда они раздали всем карточки ARP, да, с 4-м штампом, ну, у каждой карточки это год она работает. Ты обратно продлеваешь, и потом в конце, когда защита закончится, все пойдут ее продлевать, а скажут, а на каких основаниях, извините, теперь, чтобы получить штамп 4, вам нужен контракт, вам нужен work permit и так далее. И вы сами понимаете, что произойдет. Произойдет то, что люди, когда закончится ARP-та карта, все, останутся в нелегальном поле в Ирландии. Вот так вот, видите, как говорится, одной подписью, одной закорлючкой можно поменять все вот так вот, наоборот. То есть было вот так вот, теперь давайте мы работаем по другой схеме. Все было по часовой стрелке, теперь все против часовой. Вначале дали, потом забрали, теперь обратно дадим, если ты выполнишь такие-то, такие-то пункты. Давайте прочитаем. Это важно, это сайт, это вот эта служба, которая, ну, выдает, у вас там свой кабинет, который занимается полностью вот этими всеми водительскими, да, правами, всеми этими движениями. Типа как у нас было раньше МРЭО, есть оно сейчас или нету, я не знаю, просто говорю как есть, да. То есть у вас там личный кабинет, и вы там реально все можете делать, подаваться на другие лицензии, продлевать, там видно, сколько у вас штрафных баллов. То есть, ну, полностью все, кто зайдет в мой плейлист, тот видит, я показывал свой кабинет, полностью рассказывал, как что оформляется, делается. Читаем. Водители Украины. Новые временные правила ЕС означают, что люди, бежавшие из Украины и проживающие в Ирландии под временной защитой, могут продолжать пользоваться украинскими водительскими правами. Вам не нужно менять украинские права на водительские права ЕС или сдавать экзамен по вождению. Понимаете, да? То есть тут они немножко ну, написали, можете кататься, все дела. Но обратно же указано, что пока есть временные правила. Вот вы должны это понимать. Временные правила. То есть вот это все временно. Следующий момент теперь, что мы сейчас имеем, именно сейчас, ребята, то есть, если раньше меняли, сейчас вы же поменять украинские права на ирландские не можете. Все, эта акция закончилась, она ушла
в историю, в небытие. Теперь только вам нужно пройти весь тот путь от новичка, лернера и до new драйвера. То есть все. Теперь эта лавочка закрыта. Читаем. Украинская лицензия. Вы можете водить машину по своим украинским водительским правам, находясь в Ирландии под временной защитой. Вы больше не можете обменять их на ирландские водительские права. Если вы уже обменяли свои украинские водительские права на ирландские, вы можете подать запрос на их возврат или продолжать водить машину по своим ирландским правам в течение 1 года с даты их выдачи. Все. Понимаете, да, что сделали? Выдали на год. Какой смысл в этом был, я не понимаю. То есть получается, ну, игра такая, игра непонятная вообще, кошки-мышки. Держите вам полную лицензию ирландских прав, все хорошо. Давай, иди бери страховочку, все будет нормально. И потом через год ты понимаешь, что все откатывается и какой-то непонятный диссонанс. Тут ты делал страховку на одни права, на одни, да, права, которые были ирландские, теперь тебе возвратили украинские, а ты приходишь, а тебе говорят: ой, извини, украинские права мы не принимаем. Ну, дальше мы об этом, да, поговорим, про страхование. То есть, вот, я вам прочитал, главное, ну, то, что вам нужно знать. То есть, если даже у вас сейчас ирландские права, то годик катайтесь, и потом печаль печальная. Страхование, да, это последнее, о чем мы сейчас поговорим. Ну, не страхование. Следующее немножко отступлю, еще расскажу за то, что, да, как подаваться, там нюансы по тому, кто впервые хочет получить, да, ирландские права. Страхование я не, в этом много говорить не буду, потому что у меня нет пока автомобиля, я не могу, да, о всех этих процедурах очень много, ну, рассказывать, потому что я с этим напрямую в прямом смысле не сталкивался. Если я с тем, как начать этот путь, да, я столкнулся, плюс есть знакомый, который менял уже права, откатал год, и он обратно получил украинские, то есть там вот эти все нюансы я от людей это слышал. А вот по поводу страхования, да, я, ну, зеленый, я скажу, что слышу, что в СМИ пишут, да, что люди рассказывают. То есть вам, если вы на украинских номерах, да, приехали, то вам нужно оформить страховку, вот какой-то сайт, который это все рекомендует, то есть какой-то вам надо какую-то зеленую, да, green card, то есть зеленое какое-то страхование надо вам получить. Об этом я не буду много говорить, я просто оставлю ссылочку, кому-то надо, вы почитаете и поймете. Мы говорим больше уже про тех людей, да, которые все-таки купили здесь автомобиль и у них украинские права. Что же сейчас страховые компании говорят? А говорят они то, что все, если у вас украинские права, то застраховать автомобиль практически нереально, это первое. А второе, цена будет, прайс просто будет 3000 и бывает даже плюс, вы понимаете, то есть это огромные деньги, притом там у человека 10 лет стажа, он взял подтверждение этого, но люди не доверяют первое, и второе, вот начиная с октября, да, с октября 2024 года, вот это вот распределение, ну вот это вот не постановление такое между, да, всеми страховыми компаниями, брокерами, пошло, что не берем, только с ирландскими правами. То есть я всем рекомендую, ребята, если вы собираетесь остаться в Ирландии, чтобы у вас была спокойная здесь жизнь, то идите прямо сейчас, даже если у вас есть автомобиль, вы катаетесь пока, если никто вас не трогает. Но идите, вы просто параллельно сдайте вы тот тест по теории. Это, ну, легко вообще. Там, если вы водитель со стажем, вам реально прочитать там 2-3 раза эти правила дорожного движения, и все, можно идти сдавать этот тест. Получили лернера, нашли себе инструктора, да, откатали те 6 уроков, если у вас есть подтверждение стажа. И все. Потом главный тест, я думаю, вы сдадите легко. Легко. Там, ну, ничего такого сложного. Ну, мне будет сложно, потому что я вообще никогда, у меня нет никаких вообще прав. Я никогда не был связан с автомобилем. Мне будет, да, сложно. И моей жене тоже. То есть мы вдвоем с ней в одинаковых условиях. Только я немножко, да, уже к финишу иду. Она немножко еще пока позади. Ну, ничего страшного. И, конечно, потом я и про страховку буду рассказывать, когда сдам полностью. Почему я хочу сдать? Потому что по вот этим правам страховка стоит столько, это просто то же самое, что по украинским правам сейчас. Это раз.
И два, что многие отказываются именно learner права выдавать, именно если ты украинец. И за тебя никто не поручается. Там прям в страховых компаниях пишется, если твой родственник, то все у нас тоже сотрудничает, там и 10% скидки и так далее и тому подобное. То есть там родители идут, например, со своим, да, ребенком, который 18 лет, и у него тоже learner права, они за него, как говорится, поручаются. Они вписывают его просто и все, и он катается. Ему самому не дадут страховку, это маловероятно, вот просто я вам говорю как есть. Так что лучше получить полные права и потом идти получать страховку, то есть, ну, оформлять. Я после этого хочу оформить страховку, купить автомобиль, и понятно, я все это буду рассказывать. Потом, какой компании взял страховку, на каких этих условиях, сколько стоило. То же самое по машине, буду потом покупать. У меня же есть знакомые, которые занимаются здесь автомобилями. И куплю машину, там, и сделаю обзоры машины. То есть это все в будущем будет, вообще не обсуждается. Просто нужно подождать. Ирландия это время, это про время, ребята. Это про то, что все делается медленно, не спеша, спокойно. И, возможно, даже где-то это и правильно, потому что не делает, и более-менее все у них как-то отточено, понимаете? Так что как-то так. То есть по страховке сейчас все сложно. Сложно, очень сложно. И люди реально, те, которые вот прямо сейчас хотят с украинскими правами купили машину и оформить, для них это будет ну, практически нереально. Вот такие вот у нас новости, связанные с украинскими водительскими правами в Ирландии, да, на 24 год, на октябрь, вот я записываю это видео, все мои слова, они актуальны именно прямо сейчас. Ну и последнее, что я хотел сказать, это подача заявления на получение водительских прав, то есть ирландских, полных, вот тоже оставлю вот эту ссылочку, это тут полностью расписано, что вам нужно сделать. Вот полностью, по вот этим всем, в принципе, ну, по вот этому всем, всей вот этой кальке, да, я и делал все это. Но просто потом я это все пересказал в видеоформате, да, и прям показывал, как регистрировался на тест, что нажимал, как входил, что заполнял. То есть вы все это можете увидеть, сделать. Если вы боитесь сделать какие-то ошибки, да, то переходите в мой плейлист и смотрите, просто нажимайте. То есть там уже есть полностью у меня видео до того, как я подавался на главный тест. То есть тест уже последний этап, это ты, если его сдаешь, то ты получаешь уже ирландские права. То есть у меня уже записано видео до вот этого момента, как я прям в онлайне делал, оформлял, заполнял и подавался на то, чтобы стать в очередь. То есть там еще такой момент, когда вы получаете вот эти вот права, неважно, вы можете эти 12 уроков хоть за неделю откатать, да, но вы не имеете права подаваться сразу на тест. В течение полугода вы имеете право, ну, вы не имеете права подаваться. Полгода прошло после того, как вы получили learner права. Вот тогда вы можете уже подаваться на вот этот главный драйвер тест. То есть это не тест, а экзамен. Я всегда путаю, всегда говорю тест, но это экзамен. То есть экзамен по вождению. То есть осталось мне сдать экзамен по вождению. И вот нужно ждать. То есть я получил свои learner права в апреле. Май, июнь, июль, август, сентябрь. Вот октябрь, вы понимаете, да? А подался я уже месяц назад. То есть по факту я вот стою в очереди, потому что раз я подался раньше, то есть срока, да, я не имею права еще вот в октябре. То есть ноября получается. Или даже там может в конце вроде бы, в конце октября уже вроде бы у меня доступ разрешен. То есть и вот я жду, получается, конец октября, начало ноября. Обратно же это придет только мне уведомление о дате, чтобы я выбрал. А там написано от 6, если я не ошибаюсь, до 9 недель. То есть мне придет сообщение, пожалуйста, выберите дату. И вот нужно будет выбрать от 6 до 9 недель будет там окно, где я смогу выбрать дату, время. Ну, город я уже выбрал, понятное дело. То есть, в принципе, 2-3 месяца мне еще ждать, чтобы сдать этот экзамен. То есть, в принципе, я думаю, может в декабре, а может уже и в 25 году, в январе буду вот это вот сдавать, буду пытаться. Первый раз, конечно, я думаю, не знаю, сдам либо нет, честно, не знаю. Но я буду перед тем, когда вот я буду знать дату, да, теста, я перед тем, как его сдавать, я еще раз найму инструктора, и именно прям 4 либо 6 уроков возьму, и чтобы именно меня, у них прям есть такая услуга, чтобы именно подготовить конкретно к экзамену. То есть вот эти 12 обязательных уроков, там просто они, у них есть инструкция. Первое это вождение, второе парковка, третье там повороты, четвертое там развороты. То есть вы поняли, да, там просто у них пункты, чтобы они вас обучили, там включить дворники, там как правильно пристегнуться, мотор туда-сюда, масло, там, то есть
У них просто их стандартная такая, ну, руководство, да, и они выполняют просто эти 12 всех уроков по руководству. Ничего большего они тебе не делают. Но потом, когда ты уже у них это прошел, я спросил, говорю, можно ли перед тестом, и, конечно, раз у них можно взять в аренду автомобиль, и два, ты можешь заказать сколько хочешь уроков, хоть прям перед тестом, да, там, не знаю, тебе тест нужно сдавать в 12, да, или в час дня, да, а ты там в 11 заказал себе урок, откатал быстро 2 часа, и прям с инструктором приехал в экзаменационную, да, школу, и прям поменялись местами, встал твой, как его, учитель по вождению, и сел этот, как его, уже другой, да, ну, человек, который будет принимать у вас экзамен, как его назвать, я не знаю, экзаменер, или не знаю, кто там, какой у него, да, ну, какой у него статус, короче, запарился немножко, ничего страшного, бывает, я записываю все без, как говорится, почти без склеек, то есть, когда промежутки между, да, вот этими видео, вы видите, переходы, то там буквально я 5-10 секунд, чтобы попить воды и обратно в бой, то есть, если видео идет 20 минут, то я почти записываю его без какого-либо отдыха, либо монтажа, либо, ну, то есть, я сижу и говорю, и бывает, конечно, ты уже просто сам заговариваешься, потому что очень долго говоришь, а я говорить люблю, но все равно есть, да, в этой профессии и минусы. То есть, вот так вот можно сделать, вот так вот я и хочу сделать, что прям перед тестом 2-3 дня кататься, и потом прям в этот же день тоже еще раз откататься, запомнить все, что скажут. Они маршрут знают, там пару всего лишь маршрутов может выбрать, да, вот этот вот человек, который будет принимать у вас экзамен. И все, то есть ты откатал, и в принципе ты уверен. Тебе главное сдать этот тест, и все. А потом уже гуляй, гармонь. Как говорится, я вот с этим учителем, да, по вождению ездил, ну, это просто трэш, просто на каждом пути, на каждом повороте люди тупо, то не включил поворотник, то пересек линию, то еще что-то. То есть они сами, конечно, очень плохо, ну, правила дорожного движения сами очень плохо их выполняют. А тот, кто будет принимать у вас экзамен, конечно, там будет все по максимуму. Нужно вот так вот просто крутить голову, в зеркала смотреть, все там просто должно быть идеально, понимаете? Не дай боже до бордюрки дотронуться, когда там будешь разворот задом делать, да, return. То есть, ну, короче, такие моменты, хотел вам вот это все рассказать. То есть, ссылочка на все вот эти ресурсы, что я показал, будет. На все вот эти же, ну, незаконные, это такое временные, да, временные решения, что на украинских правах ездить можно, но обменять их уже нельзя. Страховку получить очень сложно, практически уже нереально. То есть, всем советую начать свой путь к получению ирландских прав, кто хочет остаться в Ирландии. Я понимаю, это долго, это нудно, да, но нужно это сделать, чтобы здесь закрепиться. Всегда на связи, держу в курсе.